Здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Индомит, и сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры Мир танков от Lesta Games, и сегодня у нас настоящий мужской танк для настоящего танкиста, сверхтяжелый штурмовой японский 9-го левела, проходная прокачиваемая ветка Type 4 Heavy. Просто не скала из брони. Вот, давайте проведем сегодня полное изучение и начнем, конечно же, с бронирования. Погнали. Итак, коллижная модель нашего Type 4 Heavy. Ну и давайте быстренько, так сказать. Нижняя часть НЛД 362 под хорошим рикошетным углом. Рикошет не пробьете. Верхняя ВЛД, да, зона 250. Ну, казалось бы, немного, но немного рамбануть и уже 295. И, соответственно, восьмерки, девятки, десятки на обычных снарядах нас уже сюда не пробивают. Голдой уже кто-то может. ВЛД 400, 400, 400. Нас сюда не пробивает, по сути, практически даже Яга не пробивает, да. Получается так. Подбашенная рубка. Основная бронеплита у нас 250, 240. Лючок мехвод 235. Вот здесь 256. Надгусеничные полки 330 не пробьете, забыли. К башне переходим. Маска орудия по центру справа и слева 274. Вверху 370. Внизу 275. Рядом вот эти полосочки, да. Полосочки у нас 275, вот эти щеки 254, эти 600, 600. Верхняя планочка, там у нас 120, 125, да, тоже не пробьете, забудьте. Здесь 90, 700. Лючок по центру 256, по краям уже по 300, вверху аналогично. Там до 500. То есть если только в центр пробивать, что достаточно затруднительно. Вот прям буквально чуть-чуть влево, чуть-чуть вправо, уже все. Привет, не пробили. Вот такое вот лобовое бронирование. Боковое бронирование снизу 155, здесь 142. Хорошо танкует от борта, за исключением вот эту щеку надгусечной полки, 225. Соответственно, если вы увидите в лоб, первое место для пробития это люк мехвода, подбашенная рубка в целом вся. В принципе, если вот так видите, НЛД и вот эти вот щеки, вот эти углы, запомните их. Вот такое вот бронирование. Ой, какой же он красивый, просто красота. Ладно, с броней разобрались, смотрим модули. У нас 3 пушки 9-го левела. 10-го фугасные, 10-го топы. Значит, смотрим. 450 альфа, 230 пробития на основном, 250 на голде. Ага, и это даже не фугас, а обычные снаряды. Даже не смотрим это орудие, не рекомендую. Заходите со свободным опытом, чтобы сесть на фугасницу. Первое время покатайте на фугаснице. У нас здесь альфа на фугасе 900. На обычном пробитии 75, на голдовом 192. Бронебойный снаряд на 252. Бронепробитие альфа 680. Можете на это играть. Но заряжается 22 секунды. И представляете, какой разброс. 0,49 и сведение больше 3 секунд. Тяжело на ней играть, но в принципе можно. Я рекомендую, конечно, вот на топовом вот этом орудии катать, да. Альфа 600, правда, да. Но зато пробитие на основном 257, 290 на голде. Причем у нас что основной снаряд, что голдовый, это ББХи. Заряжается пушка почти 20 секунд. Точность 0,4, время сведения 2,9. Ну, как-то так. Обязательно качайте топовую рацию, топовый двигатель. Здесь 1100, здесь, по-моему, 1200, да. Плюс там 9% подвижности даст, а это нам даст, по-моему, плюс 3 градуса в секунду. Плюс 2, да. Да, плюс 2. По полевой модернизации во втором блоке вездеходную ходовую, в четвертом притирку шестерни наведения, в пятом звукоизоляцию, а в седьмом ничего не качаете, второй слот берете на мобильность. Да-да, вы не ослышались, на мобильность. По причине того, что мы обязательно будем ставить турбач.
Танк медленный. Закалку и досал. Все. Вот как по мне, ничего этому танку больше и не нужно. Что основной снаряд, что голдо у нас бэбэхи. Летят одинаково 850 метров в секунду. Снаряжение ремка, аптечка, автоматический огнетушитель. 6 членов экипажа. Перки качаете, как показано в табличке. По УВН у нас все хорошо, минус 10, а вы помните броню в башне. По ХП 2260, конечно же, как для супертяжа, 2260, конечно, маловато. Вот ему нужно, ну, хотя бы 2500. Даже на 9 уровне, потому что, ну, блин, танк прорыва. Ладно, по мобильности на турбине 29 вперед уже, кстати, говорят. Да-да, 12 назад, 8 лошадей на тонну говорит нам о том, что даже при максималке в 29, и вот у нас турбина стоит, все равно свою максималку он набирать будет медленно. Потому что, ну, очень мало лошадок на тонну. Вот, по обзору стандартный параметр 432 метра. Подытожим, плюсы и минусы. Плюс это броня, и это глупо отрицать. И второй плюс, по сути, это пушка. Альфа в связке с нормальным пробитием, особенно на голде на нем приятно играть. У нас есть УВН в связке с нашей броней. Вот, конечно, сведение и точность не самые лучшие, но в целом все равно по пушке можно сказать танк ближнего боя. Плюс. Все остальное, обзор у нас стандартный. Мобильность у нас минус, это жидкий, вернее жидкий, жирный минус, мы медленные. ПХП маловато, вот для штурмового танка 9 левела тоже маловато. Ладно, что тут ныть, поехали в бой, посмотрим, а что как на Тайпе 4-м хэви можно там настреливать-то много-много. Кстати, вот 2 отметки, сейчас будем брать 3-ю. Погнали. Так, господа, у нас обзор боем сверхтяжелый японский танк 9 левела. Type 4. Heavy. Попали к десяткам, заряжаем голду, что нам стесняться. Поехали, да. Поехали, сейчас поедем. Ну, кстати, какая низкая суммарный урон на этом танке на 2 отметки. 2150, грубо говоря. А почему, спрашивается? А потому что, вот, наверное, тяжело дать на нем этот урон. Так, пушка у нас не фугасница. У нас обычное мужское орудие. Да. Там фаши, бабахи. Сейчас больно нам будет. И у нас танки сюда не поехали. Супер конь поехал куда-то налево. Не, ну что это такое? Как агрессивная игра.
Так, 2К дали. В тяжелейшем поту. Езжай в ангар, родной. Подставила чуть бок, конечно. Там бабаха. Как-то я бабаху не пробил. Это что за херня? Да, бабахи тяжело нас пробивать. Брони-то у нас сколько? Такой бой себе. 2700 дали. Че, бабах выйдет, нет? Наверное, нет. Она что-то расстроилась. Езжай-ка в ангар, бабахач. В ангар. Все правильно. Все. Победа не за горами. Арту нашли. Отлично. Три 200, ребята. Ух, еще пару бушотиков было вообще замечательно. Не подставиться. Да? Они тебе засели их выковыривать. Есть. Ну, нормально. Рикошет. Таланч, правда, поедет вперед. Ну как ты я не попал, даже обидно. Ой, хорошо. Все, 4К сделали. Оно уже замечательно. Все.
5к почти урона, ребят. Ух ты. Пукает он там. Чуть-чуть. Вот вам и Type 5. 4. Все, мне 5, 5, 4 хэви, конечно. Меня Фош больше всего беспокоит. Фош, что за жив? Живучий гад. Ладно, поедем помирать. Мы же броня. Ой, хорошо. Да еще такая альфа прошла. 5500, ребят. Готов. А где Фош? А он убежал меня бить? Нет, вот он. Ладно. Вот такой вот это смешной Type 4 Heavy, который почему-то мало. Вот, кстати, 5 фрагов, да. 5 фрагов сделали. Никто на нем не ездит. Вот против десяток можно давать там под 6к. Чистого настрела. Мужской танк, бронированный. Не знаю, можно еще покататься. Я ездил как-то на фугаснице, но после нерфа... Вот, кстати, мастера дали. Да. Вот. Мастероса мы взяли на нем. Вот уже красного мастера взяли. Это значит, мастеров у нас на нем много. Хорошо. Ага, первое место по урону. Все как положено. Заблокировали 2700. Ребят, почему никто не ездит на Type 4 Heavy? Вот мало их в рендоме, но вы посмотрите, как играется. Изумительно на топовом орудии не фугасном. Танкует хорошо, хорошо. Пробивает на топовом орудии хорошо, хорошо. Ребят, у кого есть в ангаре Type 4 Heavy, обязательно пишите свои комментарии, как вам эта машина, нравится, не нравится. Какой вы на ней используете оборудование, ну правда... Какое еще можно использовать, я думаю, это глупо. Турбина мы медленные, закалка мы штурмовой танк. Ну, она нам нужна, и досыл стрелять. Хотелось бы сюда поставить, очень сильно сюда бы зашел стаб. Прям вообще изумительно, но, извините, 4-го слота нет. По 5-бальной системе, вот ты скажешь, все сейчас скажут, вернее, ставишь всем одни и те же оценки. 4-ку он заслуживает, потому что на нем можно нагибать. И вот на нем взяли, кстати... Вернули, по-моему, да, не взяли вторую отметку. Все, вот теперь к 3-й можно ползти. Танк офигенный. Просто офигенный. Прям вот для мужчин. Если вы мужчина танки, садитесь на Type 5 Heavy, на Type 4 Heavy и покоряйте рендер. Вот. Ставьте лукасы, подписывайтесь на канал. Ну а я говорю, до скорых встреч. Пока. Поддержи брата-танкиста лайком под этим видео, подпиской на канал, ну и, конечно, прожми колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых стримов и самых последних обзоров по нашей любимой игре.